То, что на один из популярных в мире мессенджеров Telegram давно обратили внимание правоохранительные органы, ни для кого не секрет. Слишком часто им пользуются самые разные преступники, от террористов до торговцев наркотиками. Сервис, позволяющий передавать практически из любой точки мира с одного телефона на другой зашифрованные сообщения. Сообщение шифруется на устройствах пользователей и далее в шифрованном виде передается между собой. То есть, если мы вклинимся в канал, то мы никакой информации не получим. Это основной принцип работы подобных мессенджеров. Прочитать отправленное вами слово может лишь ваш собеседник. Остальные на пути к его смартфону могут увидеть лишь бессмысленный набор знаков. При этом владелец сервиса Telegram Павел Дуров категорически отказывается предоставлять правоохранительным органам любую информацию, касающуюся так называемых ключей шифрования, позволяющих в случае необходимости предотвращать преступления. Вот характерный его ответ на вопрос, нормально ли он спит по ночам, когда террористы пользуются его мессенджером. Это хороший вопрос, но я считаю, что приватность, в конечном счете, наше право на нее, гораздо важнее, чем наш страх перед такими злодеяниями, как терроризм. По российскому законодательству Telegram может работать на территории страны лишь после внесения в так называемый реестр организаторов распространения информации. Но многочисленные попытки связаться с владельцем мессенджера Павлом Дуровым, живущим за границей, российским контролирующим органам не удались. На контакт он не шел. Это, судя по всему, и вынудило руководителя Роскомнадзора Александра Жарова написать открытое письмо владельцам и пользователям Телеграма. Требование одно, и оно простое – заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. В случае фактического отказа Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Такие же сведения пытались получить от администрации мессенджера и Соединенные Штаты, где по закону все интернет-компании обязаны идти на контакты со спецслужбами. Но американцам в этой ситуации проще. Основные серверы расположены в США, и есть вероятность того, что администрация Telegram уже пошла там на негласное сотрудничество. Тем не менее, озабочены отсутствием контроля над подобными мессенджерами и в Евросоюзе. Не зря эта тема вот уже второй день обсуждается на проходящем в Брюсселе саммите ЕС. Зашифрованный мессенджер осудил и главный полицейский Евросоюза Роб Уэйнрайт. Министерство внутренних дел России также давно бьет тревогу. Преступники вовсю используют Telegram. Только в этом месяце за первые 2 недели были задержаны несколько преступных групп, ведущих секретную переписку и продающих наркотики исключительно через Telegram. По подозрению в чем вас задержали? Хранение. Хранение или сбыта? Сбыт. А чего? Наркотик через интернет. Живя в Иркутске, задержанный через Telegram продавал наркотики практически по всей стране. География подобных преступлений весьма обширна, от Ангарска до Санкт-Петербурга. Эта комната буквально завалена анаболическими стероидами, которые продавались через специальные закрытые группы. Между собой продавцы общались через мессенджер Telegram. После получения заказа подозреваемый упаковывал товар в посылки у себя дома и отправлял их в пункты назначения по всей России. Этого молодого человека полиции удалось задержать фактически в момент очередной сделки по продаже синтетических наркотиков, которую он обсуждал по зашифрованному каналу с одним из покупателей. Следователи говорят об особо крупной партии товара. Речь идет о килограммах. Впрочем, этим противоправная деятельность в подобных мессенджерах не ограничивается. Анонимность переписки дает возможность разгуляться здесь людям с психическими отклонениями, а также различного рода мошенникам. Мы можем выделить тех граждан, которые своими действиями провоцируют, как мы это недавно видели на примере специальных игровых приложений для детей, скажем, детей к суицидальным проявлениям. Мы говорим, безусловно, о мошеннических действиях, в том числе об обмане, который связан с предложением вносить какие-либо средства, оплачивать за кого-либо какие-либо услуги. И мы прекрасно понимаем, что в значительных случаях эти действия застают людей врасплох. В середине дня владелец Telegram Павел Дуров через сеть ВКонтакте ответил на открытое письмо Александра Жарова, при этом не написав ни слова о возможности сотрудничества с российскими государственными органами. Точку в этой переписке поставил руководитель Роскомнадзора. Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram. Жаров выразил сожаление, что так и не услышал внятного ответа от владельца мессенджера Telegram. Антон Верницкий, Наталья Голуб, Светлана Трофимова, Первый канал.